Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такой очень известный информатор – Эван Блас. Данный источник имеет отличный послужной список. Также он регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках IT-индустрии. А в прошлом году он выложил фотографии всех новинок Samsung перед большой презентацией под названием Galaxy Unpacked. То есть этому человеку можно доверять. И нужно. Так вот, этот дядька на днях выложил качественные рендеры всех планшетов линейки Samsung Galaxy Tab S8. Это нам также говорит о том, что скоро ждать нам стоит презентацию. Напоминаю, в линейку войдут 11-дюймовый Tab S8, 12,4-дюймовый Tab S8 Plus и 14,6-дюймовый Galaxy Tab S8 Ultra. Стоит отметить, что даже требовательные пользователи смогут подобрать свой размер для комфортной работы. Наверное, все помнят, что после запуска iPhone 10 компания Samsung выпустила целую серию роликов с черным пиаром, в которых она всячески высмеивала очень непривычный на тот момент большой вырез в экране. А уже сегодня компания Samsung больше не смеется над челкой iPhone. Дело в том, что планшет Galaxy Tab S8 Ultra с похожим вырезом запускает в массовое производство. Но стоит отметить, что Samsung Galaxy Tab S8 и Samsung Galaxy Tab S8 Plus получат классический дизайн с довольно большими рамками. Для чего же нужен этот вырез? Первое, что приходит на ум, там установили кучу датчиков. Но несмотря на наличие этого выреза, планшет не будет поддерживать технологию трехмерного сканирования лиц пользователей по аналогии Face ID. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики планшета Galaxy Tab S8. Итак, основные фишки его — это отличный AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, аккумуляторная батарея емкостью 8000 мАч, поддержка быстрой 45-ваттной подзарядки, ну и конечно же цена всего $745 за версию с Wi-Fi. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Утверждается, что компьютер получит 11-дюймовый дисплей на матрице AMOLED с разрешением 1600 на 2560 точек. Частота обновления этой панели составит 120 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Во фронтальной части расположится камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади можно видеть систему из двух камер. Это основной 13-мегапиксельный модуль и вспомогательный 5-мегапиксельный блок. Предусмотрена светодиодная вспышка. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, планшет Galaxy Tab S8, как я и говорил ранее, будет стоить $745. Давайте посмотрим основных конкурентов на данный момент. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $745. Это плюс и минус 55 тысяч рублей. И мы знаем, что планшет получил из коробки Android 11, пожалуйста, и 128 гигабайт памяти. Всего лишь одна модель. То есть основной конкурент Samsung Galaxy Tab S8 это Samsung Galaxy Tab S7 FE. Стоимость данного планшета, как мы видим, от 41 тысячи до 54, то есть разбежка достаточно большая. Но в e-каталоге вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки, и для себя решить, стоит ли вообще рассматривать данный планшет к покупке. Также вы можете положить планшет в закладки, чтобы он был у вас всегда под рукой. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно кто-то ответит. И вам не нужно заходить в каждый магазин, e-каталог сделал это
за вас. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Стоит отметить, что все три модели серии Galaxy Tab S8 получат однокристальные системы от Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Система будет производиться с использованием 4-нанометрового техпроцесса Samsung, но планшет не станет первым на базе данной системы. За это звание будут бороться смартфоны Xiaomi и Motorola. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получит графический процессор Adreno 730, процессор обработки изображения Spectre 680. Ожидается, что при тестировании в AnTuTu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. Говорится о наличии аккумуляторной батареи емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки. Напоминаю, полную мощность зарядка выдает только в том случае, когда заряд аккумулятора не превышает 30%. А как только это значение достигается, то мощность падает практически вдвое, до 25 Вт. То есть по факту 45 Вт есть, но в реальности такая мощность выдается зарядкой далеко не всегда. А между тем нужно отметить, что такие зарядки отнюдь не дешевые. Цена такого кубика примерно плюс-минус $50. Кроме того, названы толщина корпуса и вес 6,24 мм и 504 грамма. Планшет будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Samsung One UI. А это нам дает пузырьковое уведомление, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы и многое другое. Пару слов о Samsung Tab S8 Ultra. Совершенно точно он должен получить аккумулятор емкостью 12000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. В вырезе будут располагаться две селфи-камеры. Несмотря на то, что челка у Galaxy Tab S8 Ultra бросается в глаза не так сильно, как у iPhone и у нового MacBook Pro, наверняка этот элемент будет подвергнут критике. Ну, ждем все-таки презентацию. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Samsung делает лучше свои планшеты. Но вы должны понимать, что конкурентов, по сути, на данный момент практически нет. Есть конкурент, на мой взгляд, это компания Xiaomi и компания Apple. Но компания Samsung все-таки берет в том, что у нее есть очень большая экосистема. У нее очень много фанатов. И это все заставляет с каждым годом покупать все больше и больше продукции компании Samsung. А вот планшеты, на мой взгляд, S-серия у Samsung получились очень и очень неплохие. То есть действительно мы получим топовое решение на данный момент. Snapdragon 8 Gen 1. Это топовый процессор, который только можно придумать. Ждем все-таки презентацию, посмотрим, какие планшеты получатся у компании Samsung. На мой взгляд, все будет очень хорошо и очень все привлекательно будет выглядеть. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.